Они жили 100 тысяч лет. 100,000 years. 100 тысяч лет. That time, yeah, there are very good qualities. И у них были замечательные качества in human society. в человеческом сообществе. And all have good memory. У всех была прекрасная память. And they behave very nicely. И они вели себя идеально. All are religious. Все были религиозны. They believe in God. They believe in, performing good activities. Они верили в Бога и совершали благочестивую деятельность. And the kings are very pious. А цари, они были... Mostly the whole earth is one territory. Они были очень заботливы и управляли одной территорией. Under one rule. С одним правилом. Nowadays also they want to make the world one, but there is not possible if there is so much envy and bad qualities. То есть царь управлял одной большой территорией, то есть целым миром. Сейчас тоже хотят, чтобы один управлял целым миром, но это невозможно. But in that period, all are very happy. They are very satisfied because king is looking after all citizens. В тот период люди были счастливы от такого правленца, потому что он заботился о всех жителях государства. He will give audience every day. Он встречался с всем, кто к нему приходил каждый день. Anyone who has complaints, they can come and they can complain. И у всех, у кого были жалобы, они могли прийти и жаловаться царю. Yeah. All the children, they will not die before the father. И дети, они не умирали раньше родителей. Father, he will have all his children and they will grow up very nicely. И дети у родителей, у отца, они росли, развивались очень прекрасно. Then after this comes the second period, that is called Treta Yuga. После этого пришел второй период, который называется Трета-юга. In that time, all the living entities in human form, their age is 10,000 years. В этот период люди жили 10 тысяч лет. And gradually, some elements they enter that are not religious. И постепенно они утрачивали религиозность в этот период. The persons, the human society becomes more materialistic. И человеческое сообщество стало более материалистичным. But still, religion is prominent. Но религия, она занимала главное положение все равно. After this comes the third period that is lasting. The first period, 1,728,000 years. The second one, 1,296,000 years. 1,296. И вот этот второй период, он длился 1 290 000 лет. Трета Юга. 1 298 000 лет. Now, 296 000 лет. the third period is called Dvapara Yuga. На смену ему пришел период, который называется Двапара-юга. That time the period is 864,000 years. Этот период длился 800 тысяч 864,000 years. 864 тысячи лет он длился. В это время процветало вожделение. And the human, the living in the human form, it has a longevity of 1,000 years. В это время люди проживали 1000 лет. Then the fourth period is called Kali Yuga. И на смену этому периоду пришел период, который называется Кали-юга.
That lasts for 432,000 years. Он длится 442 тысячи лет. 432,000. 432 тысячи лет. And that time, religion is almost no longer available, pure religion. И в то время религии, в это время уже нет чистой религии. And qualities, memory, good intelligence, good qualities, they are disappearing very quickly. И хорошие качества, они очень быстро исчезают. And especially, everyone is quarreling В особенности все ругаются with each other for nothing. с друг другом, вообще не имея причин. Беспричинная ругань. When you see this in this world, Вы видите это в этом мире сейчас. they're quarreling for nothing. Люди ругаются беспричинно. And they cannot live with each other in harmony. И они не могут жить друг с другом в гармонии. Very difficult. Очень сложно. Memory is very bad. Память очень плоха. And all are trying to take advantage of each other. И все пытаются навязать друг другу собственный совет. Very rare to find pure religion. И очень сложно найти чистую религию. So this is cycle, it lasts 422 times, and now we are living in this Kali Yuga. И вот этот цикл, который сменяет друг друга, сейчас подошел к тому, что мы живем как раз в Кали-югу. It has started 5,000 years ago. И это началось 5000 лет назад. It will continue for 427,000 years more. И это будет длиться 427 тысяч лет еще. After that, there is temporary devastation. И после этого произойдет временное разрушение всего. Partial devastation. Все творение будет уничтожено. Then after some period, Затем придет снова период, again Satya Yuga starts. начнется Сати-юга. And again Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. Затем после Сати-юги на смену придет Трета-юга, Двапара-юга и снова Кали-юга. And 1,000 of these cycles И 1000 этих циклов, for 4 different periods, вот этих 4 различных юг, периодов, then starts one night of Brahma. тогда начнется одна ночь Брахмы, Творца, о котором мы слышали вчера. Yesterday we told Brahma is the engineer. Вчера мы слышали, что Брахма, он инженер. During his day, 1,000 of these 4 periods, that is called the cycles, take place. И Брахма, в котором происходит 1000 смен вот этих 4 юг циклов, это его один день. That is one day complete, 12 hours of Lord Brahma complete. И эта смена вот этих эпох 1000 раз равна 12 часам Брахмы. Are we still there? Any question you can ask? Если есть вопросы, задавайте. Потому что точно есть. А как они переводятся, вот эти сати-йога, кали-йога? Вот это meaning, there is Satya-yuga, Treta-yuga, Dwapara-yuga. Kali Yuga. Yeah, translation. Satya Yuga means that is the age or the period of honesty. Сати-юга называется Purity. период. Satya means pure. Сати означает чистота. То есть это период чистоты. And Kali, which we live now, that is the age of degradation. А Кали — это период деградации, в котором мы живем. Dimitri, yes. Can you follow Dimitri? Вы понимаете, о чем мы говорим? These are not, they are not manufactured, this, what I'm telling you. It is verified in the Vedas. You can read
study all this. If you do even Google search, you can find it information. Это я не выдумываю с головы, мы получили это образование в ведах, вы даже можете в Google ввести и прочитать побольше. 12 часов Брахмы, почему-то. Вот эти 12 часов Брахмы равны смене 4 юг 1000 раз. 1000 раз, значит, раз. 12 часов. Это всего лишь Полдня Брахмы длится смене вот этих 4 циклов 1000 раз. 4 юги сменяют друг друга 1000 раз, и это 12 часов Брахмы. Почему так произошло, что появилось 4 периода? Почему должен не бывает, кстати, юга одна и все? Why it's 4 periods, 4 yugas, why not 1 yuga, эти юга, that's all. Yeah. This is the desire of God. Это желание Бога. He wants that all varieties should be there. Good should be there, and bad also. Он хочет, чтобы все варианты были здесь, и хорошие, и плохие. Because in the absolute truth, everything is present. Потому что в абсолютной истине все присутствует. The highest good must be there, and also the lowest. Самая возвышенная красота и качество должно быть, и самое низшее также. It is not easy to understand, but in the end, everything is good. Это не так легко понять, но в конце все будет хорошо. When we are in the lowest situation, or very bad position, Когда мы в самой плохой позиции находимся, в самых плохих условиях, then more mercy is available, тогда больше милости проливается, more opportunity to be saved. больше возможностей быть спасенным. And when there is so much good situation, А когда хорошая ситуация, then not so much opportunity, because all are already feeling good. поэтому не так много возможностей и милости дается, потому что все и так хорошо себя чувствуют. Still possible to obtain the perfection in every age. Но так или иначе, возможно в каждом веке, в каждом юге обрести совершенство. But if we want to obtain highest perfection, Но если мы хотим достигнуть самого высшего саморазвития, совершенства, then the best opportunity is to live in this time that we are living now. поэтому самая удачливая возможность жить именно в этот век Кали-югу, в котором мы сейчас находимся. Many religious persons, yogis, saintly persons, Очень много религиозных личностей, йогов, святых. they are praying to take birth in the time that we are living now. Они молятся о том, чтобы родиться в период Кали-юги, в котором мы сейчас живем. Because in this period, very quickly we can obtain perfection. Потому что именно в этот период очень быстро можно достичь совершенства. Perfection means to realize our pure, transcendental identity and our loving relationship with Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И вот это совершенство означает, что очень быстро можно обрести взаимоотношения самые чистые, самые возлюбленные с Кришной, то есть самим Господом. We cannot imagine how fortunate we are, Мы даже не представляем, насколько мы удачливы. but we will. Но мы очень удачливы. Like your friend, Как ваш Снеялата Деви. друг Снахалата Види, Снежана Борисовна. Perhaps 3 years ago, you would not understand what will happen to you. Возможно, 3 года назад вы даже не понимали, что случится с вами. It is true. Моя жизнь изменилась полностью. My life has changed completely. У меня восстановились отношения с моей дочерью, настоящие отношения. Потому что там много любви, потому что мне эту любовь дает Гурудев и Господь. I got a good relationship with my daughter, which was not so good before. And this is, I see that this mercy my Gurudev and God also. The things that we cannot even dream of, they will manifest in our life. И мы даже думаем, что это похоже сну, как это вообще может произойти в нашей жизни. It is very, very amazing. Но это
просто удивительно это поражает. As if we are waking up. Как будто мы просто просыпаемся. And the process you cannot purchase with money. И этот процесс вы не можете счесть деньгами. It is a process which is based upon our faith, our belief. Этот процесс основывается на нашей вере, насколько мы верим в это. If we apply the process, we will see at once there will be improvement. Если мы вовлекемся в этот процесс, мы видим, что придет саморазвитие очень быстро. I can promise you. Я обещаю вам, At once you will have improvement. однажды вы обретете самосовершенство. And it will only get better and better and better. И оно будет только становиться все лучше, лучше и лучше. Such is the beauty of this process, that is God's mercy. И самое лучшее в этом процессе – это милость Бога. When we go to church or we believe in God, Когда мы ходим в церковь или просто верим в Него, в Бога, then at some point we should have some realization. это означает, что к нам должна прийти какая-то реализация, понимание этого. We should start to become lovers of God. Мы должны стать любящими Бога, Because God means love. потому что Господь означает любовь. If anyone has love, it must be God, isn't it? Если у кого-то есть любовь, значит в нем есть Господь, не так ли? We want to love each other, Мы хотим любить друг друга, but very complicated. но это так сложно. Sometimes divorce comes. Иногда люди разводятся, да. We don't want it. Но мы не хотим этого. But if God is really there, Но если Господь действительно есть у нас, in Him there must be perfect love and affection. тогда между нами должна быть идеальные взаимоотношения, любящие. And if we practice religion, И если мы практикуем религию, we must experience His love and affection more and more. мы должны вкушать Его любовь больше и больше. This is the proof that we are doing the proper thing. Это доказательство того, что мы делаем все правильно. So I can promise you, if we practice this process, Я могу пообещать вам, что если вы будете следовать этому процессу, already you are doing. уже вы это делаете. Only you are listening. That is already part. Вы только слушаете, но это уже частичка того, что вы заняты. Even if nothing else you do in this whole life, Даже если вы ничего не будете следовать в этой жизни, in your next life you will get more opportunities. в следующей своей жизни вы обретете еще большую возможность. But if you do something more in this life, Но если вы приложите усилия уже в этой жизни, then in this life already we can realize our loving relationship with God. тогда уже в этой жизни мы сможем осознать свои взаимоотношения с Богом. And it is a principle that is applied in all religions. Это принцип, который присутствует во всех религиях. This is the process of God realization. Это процесс реализации Бога. One time Однажды I can speak more about the creation, the cosmos, but I think you have some idea now. я могу больше рассказать о мироздании, но я думаю, что вы уже немножко имеете представление об этом. Now we come to what we want to discuss И сейчас мы продолжим то, что мы хотели обсудить in Bhagavad Gita. в Бхагавад-гите. One time there was a king. В одно время был царь. He was very powerful and very religious. Он был очень могущественный и очень религиозный. There is one very great yogi, saintly person. В то время был очень великий йоги, святая личность. He is coming to the king. И он приходил к царю. He is telling the king, I want that you should prove to me that God exists. И он You should prove that God exists. The yogi told to the king. И этот йоги сказал царю: я хочу получить от вас доказательство, что Бог существует. He said, if you cannot prove, then your whole kingdom you should give to me. И он сказал, что если вы не можете мне доказать это, тогда вы должны мне пожертвовать все свое царство.
That yogi was very powerful. Этот йоги, он был очень могущественный. Those who practice yoga, they can give so many mystic. Тот, кто практикует йогу, обретает очень много мистической силы. They can curse anyone Они могут проклять кого угодно, to die. на смерть. And the next moment, they can again make him alive. А в следующий момент они могут снова оживить того человека, кого прокляли. So Yogi told to the king, you must prove that God exists. И так йоги сказал царю: теперь вы должны доказать мне, что Бог существует. I want to see it. Я хочу увидеть. Then the king called all his ministers. Тогда царь созвал всех своих министров, And he told his ministers, you have to help me. и он сказал министрам: вы должны помочь мне, Because otherwise I'm in big problems. а иначе у меня такие большие проблемы пришли. So ministers, they were trying to give some suggestions. И тогда министры, они стали предлагать различные мнения на этот счет. But they could not convince Но они не могли доказать. the yogi. И тогда йоги, Then one of the ministers, он сказал одному из министров: he went home я отправляюсь домой. and they had only one more day. И я вам даю всего лишь один день. Then he came home and he had so many worries in his face. И когда он отправился домой, он увидел много беспокойств в своем лице. Then his small son, Тогда его маленький сын, Hare Krishna, we missed you. мы скучали по вам. The small son of the minister told, Papa, why you are so worried? И тогда сын этого министра сказал: папа, почему ты так обеспокоен? Then he said, listen, son, you cannot understand. И тогда министр сказал сыну: послушай, сынок, ты не сможешь понять. Then son said, Papa, you can tell me. О, папа, пожалуйста, поделись со мной. I don't want to see your face like this. Я не хочу видеть тебя расстроенным. Then father said, my son, listen. Тогда отец сказал: сынок, послушай, Tomorrow is the last day. завтра последний день. Last day for what? Последний день для чего? The last day that we can prove to this yogi that God is there, really. Последний день того, что мы можем доказать одному йоге, что Бог действительно существует. He has threatened the king that if you cannot show me God, then your whole kingdom should be given to me and you and all your ministers should go to prison. И он сказал царю, этот йоги, что вы должны доказать мне, что Бог существует. Если я его не увижу, тогда я забираю ваше царство, и все министры отправятся в тюрьму. Then the son said to his father, Father, this is very easy. Тогда сын сказал отцу: ой, отец, это же так просто. Son, you don't understand. А отец сказал: о, сынок, ты не понимаешь. No, father, please you bring me with you tomorrow. И тогда сын сказал: ой, отец, пожалуйста, возьми меня с собой завтра. I will prove how we can see God. Я докажу, как мы можем увидеть Бога. Then father, he agreed. Тогда отец согласился. The next day they came in court. Тогда на следующий день он привел его в собрание. King was very nervous. Царь нервничал. All ministers very nervous. Все министры нервничали, содрогались. And Yogi was there. И йоги тоже был там. Then king said to his minister, why you brought your son? Тогда царь спросил у министра: зачем ты привел с собой сына? He said, my son, he will show how we can see God. Министр ответил: мой сын покажет, как мы можем увидеть Бога. Really, the king said. И царь спросил: что, серьезно? And son said, yes, no problem. И I will show you. сын сказал: не проблема, я вам покажу. Then he told the yogi, Тогда он сказал йоге: son, please you bring one big container with 50 liters of milk. И сын сказал йоге: пожалуйста, принесите одну емкость с 50 литров молока. All are thinking, what is this?
И все подумали, для чего это? No, you bring, please bring. Нет, принесите, пожалуйста. So they brought one container with 50 liters. И мне принесли одну емкость с 50 литрами молока. Then the small boy said, this is what? Milk or what? И тогда маленький мальчик спросил, это что, молоко или что это? They all said it is milk. Они сказали, это молоко. But the boy said, no, I can see that in this container there is ghee. А мальчик сказал, нет, я могу видеть в этой емкости ги, топленое масло. You all know what is ghee? Знаете, что такое ги? Ghee is clarified butter. When you boil milk again and again, then after some time it starts to solidify, and after some more time, clarified butter that will manifest. Ги – это масло, которое получает, очень-очень чистое масло, которое получается путем кипячения молока. И оно доходит до такой кондиции, что из него появляется очень чистое ароматное масло. Butter will come, and after butter, it will become clarified butter. Сначала придет просто масло, и после из этого масла потом получится еще более чистое масло. You all follow. Clarified butter, you understand. Всем понятно, да? So the boy said, I see in this milk, in each and every atom of the milk, there is clarified butter. И мальчик сказал, я вижу, что в этом молоке, в каждом его атоме присутствует самое чистое масло ги. Then he said, can you see it? Он спросил, а вы видите? They said, we know it is there, but we cannot see it. Они сказали, да, мы знаем, что это возможно, и это там, но мы не видим этого. The boy said, this is correct. И мальчик сказал, да, это корректно. Да. For this you have to apply one process. Для этого вам нужно вовлечься в один процесс. You have to boil the milk for a long time. Вам нужно кипятить молоко очень долго. Similarly, he said, God is everywhere. И он сказал, тоже подобным образом Бог присутствует повсюду. In each and every atom, В каждом атоме God is present. Он присутствует, And we Господь. can see Him if we follow the proper process. И мы можем увидеть Его, если мы следуем правильному процессу. So unless we follow the proper process, we cannot see God. А если мы не следуем правильному процессу, мы не можем увидеть Бога. So then Yogi became more happy. Тогда йоги обрадовался. And King became more happy. А царь еще больше обрадовался. And ministers also. И министры также. They said to the boy, you have saved our life. И они сказали, о, мальчик, ты спас нашу жизнь. So I want to now go a little deeper. И я бы хотела еще больше углубиться. That what is the proper process to realize that God is there and that we have loving relationship with Him. Каков же этот правильный процесс, в котором существует Господь, и как мы можем построить с Ним взаимоотношения? At this moment, very difficult for us to understand. И в этот момент нам тяжело это понять сейчас, Because we identify with this world. потому что мы соотносим себя с этим миром. And this world is real. И этот мир, он реален, And it is full of problems. и он создан из проблем. It's true. Не так ли, да? Only problems and problems. Только проблемы, проблемы. So how can we come out of this situation and realize that everything is good? Как мы можем преодолеть всю эту ситуацию и знать, что на самом деле все хорошо? Unless we start to develop the relationship with God or Krishna, it is not possible. Пока мы не начнем развивать свои взаимоотношения с Шри Кришной или с самим Господом, это невозможно. This is called yoga or religion. Это называется йога или религия. And for this we need to accept proper process. И для этого нам нужно следовать правильному процессу. As we were telling yesterday, there is many different levels in education. Так как мы говорили вчера, что есть много уровней образования, Similarly, in religion also many different. также в религии очень много уровней самообразования, саморазвития.
what we learn in Christianity, То, что мы изучаем в христианстве, it is beginning process. это самое начало этого процесса. There it is clearly mentioned that we should worship, we should sing, we should glorify the names of our Father God. И там ясно проясняется, что мы должны поклоняться, прославлять нашего Отца, то есть Бога. In this world, we should have moral principles. В этом мире у нас должны быть принципы морали. We should not indulge in intoxication. Нам не следует употреблять интоксикацию. We should not do any gambling or cheating. Нам не нужно кого-то обманывать. That we should always respect all properly. И мы должны всегда уважать всех правильным образом. This is platform. Это платформа. By this platform, we can improve ourselves. Благодаря этой основе мы можем улучшить самих себя. Then Jesus told very clearly, you must follow me. И тогда Иисус Христос сказал: вы должны следовать мне. You surrender to me. Пожалуйста, предайтесь мне. I will take care of everything. И я позабочусь обо всем. But now this question is there, how we can surrender to Jesus. Тогда придет вопрос, как же мы можем предаться Иисусу Христу? For this we need to have more help. Для этого нам нужен тот, кто может нам помочь больше. And many are praying that Jesus should come again. И много есть молитв, чтобы Иисус снова пришел. When Jesus was present, Когда Иисус был на этой земле, he had 12 main disciples. у него было 12 главных учеников. Is it correct or more? Больше, может быть, это правильно я говорю? Svetlana, you remember? 12 or 13? Светлана, вы помните, 12 или 13? I think 12. Я думаю, 12. And all of 12 учеников было, 12 апостолов. 12 апостолов. 12 apostles. Yeah. And one of them, he was not able to represent Jesus properly. И один из них, он не представил Иисуса в должном свете. Who was that? И кто это был? Judah. Иуда. Judah. Yeah. So even Jesus, he had very good disciples, students. Даже несмотря на то, что у Иисуса было очень прекрасные ученики, But one of them doubted. но у одного были сомнения. And for this, yeah, so many things happened. И поэтому так много плохих вещей произошло. We must find anyone who is in the line of Jesus, Нам нужно найти того, кто находится в линии Иисуса, who has the same qualities as Jesus, у кого те же самые качества, что и у Иисуса Христа. who has not changed anything, Тот, кто не изменит ничего, who is the pure and transparent representative of Jesus. тот, кто всецело чист, он может чисто представлять Иисуса Христа. Then it is very easy to surrender Тогда очень легко предаться Ему and become good follower. и стать хорошим последователем. But what we can do at our situation, our stage, it is good. И то, что мы можем делать в нашей ситуации на сегодняшний день, это хорошо. If we pray every day Если мы молимся каждый день, and we want that all world should live in peace and harmony, и если мы хотим, чтобы целый мир обрел гармонию и мир, and also learn and realize their loving relationship with God, чтобы все осознали свои вечные взаимоотношения с Богом. we believe in this. Мы верим в это. This is very good. Это очень хорошо. What comes then? Но что тогда приходит? For this we need further education and training. Для этого нам нужно получать образование, Because some things are very difficult to comprehend or to accept. потому что некоторые вещи очень тяжело принять. For example, Пример. if we do not understand that we are different from the body, Если мы не понимаем, что мы отличны от этого тела, that we are soul, что мы души, we cannot die, we cannot be burnt, we cannot be drowned, we cannot be cut into pieces. нас нельзя сжечь, нас нельзя утопить, нас нельзя разрезать на сотни кусочков и стоптать, все что угодно. No one can harm us. Никто не может причинить нам никаких беспокойств. And our real nature is transcendental, not material or temporary.
И наша истинная природа, она вечно трансцендентна, не временна, не материальна. And that we can realize that transcendental, eternal nature И мы можем осознать эту свою истинную трансцендентную природу, by receiving transcendental nourishment, information, inspiration. получая это трансцендентное питание, информацию, которая будет нас вдохновлять. Then only we can say that we are properly approaching God. И только тогда мы можем сказать, что мы правильно повернулись к Господу и вопрошаем к Нему. Until we receive transcendental inspiration and nourishment and health, И если мы получаем это трансцендентное вдохновение, это питание и информацию, we are bound to always identify ourselves with the temporary reality that is the material world. мы будем понимать, что мы живем в этой материальной реальности, в этом временном материальном мире. That transcendental information and nourishment will come from the transcendental world. И тогда эта трансцендентная информация, это питание для нас, она придет из духовного мира. From persons who are on the same level as Jesus. От той личности, которая находится на том же уровне, что Иисус Христос. And who will help us. И тот, кто будет помогать нам. Yeah. Like our most loving guide. Как самый наш лучший и любящий руководитель и друг. They will help us till we obtain perfection. Он будет помогать нам до тех пор, пока мы не обретем совершенство. Because we have little belief in Jesus. Потому что у нас у всех есть вера в Or we Христа. have strongly believing in Jesus. И многие даже очень сильно верят в Иисуса Христа. Then it is very easy to accept the teachings that are coming from the Vedas. Тогда очень легко принять учение, которое снизошло из вед. Actually, Jesus himself, after he took birth, В действительности Иисус Христос, когда Он родился на этой земле, after I think maybe his 12th year, когда Он достиг лет 12, there is no information where he was, what he was doing, where he lived. нигде не упоминается, что Он делал с этого момента, где Он жил. Until the moment that he started to preach and teach. До того момента, как Он стал проповедовать и распространять учение. Also at the time of birth of Jesus, Также в то время, когда родился Христос, it is described in, I think, New Testament or anywhere, that from the east 4 saintly persons came. мне кажется, описывается в первой песне, в первой части Библии. You remember? Рождение. Да. 4 saintly persons came and they brought so many gifts. Пришло 4 святых личности, и мне принесли очень много подарков. So in that period that we are not having any information, И вот этот период, который скрывается и который не описывается, Jesus, he was in India. Иисус, Он жил в Индии. In India you can find information В Индии вы можете найти эту информацию, that actually Jesus was there. что Он действительно жил там. Yeah, in different places, especially the holy places in Orissa, В различных местах, в особенности в святых местах Орисы, in Vrindavan, во Вриндаване, and especially in Kashmir, в особенности в Кашмире. there is proof that Jesus was there. И там есть свидетельство того, что Он жил там. Even Russian scientists, they have discovered it. Даже российская наука, она в действительности раскрыла это. After Jesus was crucified, После этого Иисус, crucified means they put him on the cross, после этого Христа распяли на кресте. and they put him in one tomb. И они положили его в одну пещеру в склеп. Again, he resurrected, И он снова ожил. and he went to India, Kashmir, И он вернулся в Индию, в Кашмир. and that is his samadhi, or his, И там находится его самадхи. that is his final resting place. Это означает его
вечный отдых. Also in the Vedas, Вечный отдых в самадхи означает, что он вечно покоится с миром. Ну, то есть там его тело находится. Да? His body there in Kashmir. yeah. Да, его тело в Кашмире. То есть его гроб, это вообще известно всем об этом. В интернете тоже написано, я прочитала, что покоится тело Христа, покоится, и за ним, кстати, ухаживают мусульмане. Это есть. She wrote that. То есть он там Body предложил there and Muslims worship. Где это? Кашмир, это Индия. Кашмир это Kashmir is Индия. India. Вы можете это прочитать. You can visit that place. Вы даже можете посетить это место. Yeah. Now, in the Vedas, that is the Puranas, that are the history that is mostly predicting what will happen in the future. И так вот в самих ведах, в Пуранах, там описывается все будущее, которое произойдет, предсказывается. In the Bhavishya Purana, В Бхавишья Пуране it is predicted that Jesus will come in this world. предсказывается, что Иисус не зайдет в этот мир. These Puranas are written millions and millions of years before, И эта Пурана была написана миллионы лет назад, from the beginning of time. с самого начала творения. Everything is predicted in those Puranas. И все предсказывается в этих Пуранах. What is now happening in the world, everything predicted. И все, что сейчас происходит в мире, все предсказано. What will happen in the next И что произойдет в будущем, также 127,000 years в течение 427 тысяч лет, in this Kali Yuga, в эту Кали-югу. everything is predicted. Все предсказано. Very interesting. Очень интересно. If we want to know the future, Если вы хотите знать будущее, the past, прошлое and the present, и настоящее, by studying the Puranas is the best information. изучая Пураны, там вы можете получить самую лучшую всю информацию. Better than newspaper. Даже лучше, чем в газетах. Newspaper we can read that it will rain today or the sun will shine. В газетах мы можем узнать видео про дно, солнечно или дождливо. And we can read about the problems in the world. Мы можем прочитать о проблемах в мире. But in the Vedas we can read about the actual situation and the solution for all our difficulties. Но в Ведах мы можем ознакомиться со всем, что происходит в мире и как с этим правильно жить. Because really news means solutions should come, isn't it? Потому что новости в действительности означают, что должны прийти решения тому, что мы слышим. News means some new help should come. Новости означают, что новая помощь должна прийти. Not that more problems should. Это не означает, что еще больше проблем должно прийти. So in the Vedas we can discover all these things very nicely. Поэтому в Ведах мы можем обучиться этому, узнать все это. So there is something which is not easy for us. И есть то, что не так легко для нас понять. We cannot read all the Vedas. They are very, very vast. Мы не можем прочитать все Веды, это невозможно, они просто огромные. So all saintly persons, they have thought about it. И все святые личности, они говорят об этом. And God himself also, he has thought about it. И также сам Господь, Он говорил об этом. Because we live only 100 years. Потому что мы живем всего 100 лет. And 20 years out of 100, we are busy studying, И 20 лет нашей жизни занимает образование, playing, игры, sports, спорт, so many things. так много различных вещей. We have no time to seriously develop our transcendental spiritual knowledge. И у нас нет времени, чтобы посвятить это саморазвитию, духовному образованию. In the end of our life, 80 to 100 years. То есть, Suppose we live 100 years. к примеру, если мы живем 100 лет, то в конце нашей жизни, Last 20 years, последние 20 лет, 80 to 100. то есть с 80 до 100, к примеру, We also have no power to concentrate. у нас совершенно нет силы, чтобы сконцентрироваться на этом образовании. Our great-grandchildren, they are taking all our attention. Наши внуки, правнуки, они забирают наше внимание. And we are not able to focus upon
our spiritual upliftment. И мы не сможем сфокусироваться на нашем духовном самообразовании. Then, between age 20 and 80, А затем с возраста с 20 до 80, what are we doing? что мы делаем? We are getting any profession. Мы получаем профессию, We start to work. начинаем работать, We get married. мы женимся, We have children. мы заводим детей. We have no time У нас нет времени for anything. ни для чего, не так ли? So what to do? Так что же делать? Moreover, if Более we того, carefully observe, если мы очень внимательно будем погружаться out of 24 hours in the day, в течение 24 суток, то есть времени, часов, we sleep maybe 8 or 10 hours. если мы будем, то есть в сутки мы спим где-то 8-10 часов, Sometimes 12 hours. иногда даже 12. So half of the time we are losing. Поэтому половину времени мы вообще теряем. So when do we have time to go deep into? Так когда же у нас будет время более глубоко погрузиться во все эти вещи? When we will have time to study the Vedas? Когда мы обретем то время, чтобы действительно начать получать образование вед. Once a week we can go to church. Ну, раз в неделю мы ходим в церковь. We can pray something every day. Мы можем молиться чему-то каждый день. But how to understand the essence of all religion? Ну, как понять суть всей религии? So God has thought about it. И Господь, Он говорил об этом. And He has spoken Bhagavad Gita. И Он поведал это в Бхагавад-гите. This is the essence of all religious teaching. Это суть всех религиозных учений. Any question that you have, you will find the answer here. Все вопросы, что у вас есть, вы можете получить ответы именно в этой книге. How this world is created. Как был создан этот мир. How it is governed by different influences. Как это все устраивается путем различных энергий. How there are different types of food. Сколько есть разновидностей пищи. Some are beneficial for us. И которая благоприятна для нас. Some are not beneficial. Которая не несет блага совсем. They will bring our consciousness down. Которая уничтожит наше сознание совсем. Other types of food, they will elevate our consciousness. А какая пища, какие блюда благоприятны, которые будут благостно влиять на сознание? How there are different types of association in this world. Сколько видов общения в этом мире. What is beneficial for us, we can discover all this in Bhagavad Gita. Все мы можем изучить в этой Бхагавад-гите, что нам несет всецелое благо для нашей жизни. What are good qualities? Какие наши хорошие качества, What are bad qualities? какие плохие. We can all learn from Bhagavad Gita. Все мы можем изучить в Бхагавад-гите. Some things we feel within our hearts already, И что-то мы уже чувствуем в своем сердце. but we don't want to ask anyone in this world. Но мы не хотим спрашивать никого в этом мире об этом. Because we have no faith or belief that they can give us the answer. Потому что у нас нет веры совсем, что нам могут ответить на наши вопросы. For example, К примеру, if we ask, who are we? если мы вопрошаем, кто я такой, Why I am in this world? почему я родился в этом мире, Why I have to die? почему мне нужно умереть, And where will I go? и куда же я отправлюсь, Why there are so many problems in this world? почему так много проблем в этом мире. If you ask your father, what he will reply? Если вы спросите своего отца, что он вам ответит? Oh no. Ольга, I think he cannot give the answer. я думаю, он не даст вам ответ. If we ask our teacher in school, Если мы спросим своего учителя в школе, what he will reply? что он ответит? We cannot understand. Он не сможет понять. If we ask politicians, what they will reply? Если мы спросим каких-то политиков, что они ответят, They cannot reply. они не смогут ответить. So who will reply these questions? Так кто же сможет ответить на наши вопросы? I'm sure that sometime in our life you have this question, Dimitri. Я уверен, что у каждого из нас в жизни есть вопросы. Не так ли? That is true. Не так ли? Да? So the answer we can find in Bhagavad Gita. Поэтому эти ответы мы можем найти в Бхагавад-гите.
then we will feel that now I have met my friend. Тогда мы почувствуем, что вот сейчас я встретил своего друга. Bhagavad Gita will become our best friend. Бхагавад-гита станет нашим самым лучшим другом. Every day you give half an hour, 20 minutes, Каждый день, если вы будете посвящать полчаса или 20 минут ей, even 10 minutes, даже 10 минут, then our life will become very quickly perfect. наша жизнь, она очень быстро станет We will лучше. become happy forever. Вы станете счастливыми навсегда. And we will be able to help others also. И вы сможете помочь другим также. Isn't that beautiful? Не так, это же прекрасно. Не I так can ли? promise you this. Я даже пообещаю вам. You don't have to believe me, Вы даже можете не верить мне, but it is true. но это правда. So this is the process. The process is to connect with transcendental information, transcendental affection, transcendental nourishment. И это процесс, который связывает нас с трансцендентной информацией, с трансцендентным питанием нашей души. Совсем. By this, we will get more faith to pray to God. И благодаря этому мы обретем еще больше веры в Бога. And we will pray to God only for that which is really beneficial for us. И мы будем молиться для Богу, чтобы Он дал еще больше блага и милости для That нас. is, we should become liberated from all the things that are not helpful for our happiness. Мы будем молиться, чтобы Он освободил нас от всех неблагоприятных вещей в нашей жизни. We should become completely one with the transcendental nature, the godly nature. Чтобы мы стали едины с Его трансцендентной вечной природой, которая есть истина в нас. We will develop tolerance, Мы будем развивать терпение, respect for all. уважать всех. We will become like Jesus, Мы станем как Иисус, the same qualities. с теми же самыми качествами. Yeah, compassion for all, Будем сострадать каждому and ready to give any sacrifice to help others. И мы будем в действительности желать помочь каждому. In Bhagavad Gita, chapter 4, В Бхагавад-гите в 4 главе, text number 34. 34. She will read it. я прочитаю. First in Sanskrit. Сначала на санскрите. Very beautiful language. Очень красиво. Татвитхи пранипатана упадикшанти теджанам. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya. Татвитхи пранипатана парипрашнена севая упадикшанти Tegyanam. теджанам жнанина статва даршина. This is spoken between Krishna and Arjuna. Arjuna is Krishna's devotee. Это разговор между самим Кришной и Арджуной. А Арджуна — это его преданный. 5,000 years ago, Он произошел 5000 лет назад on the battlefield of Kurukshetra, на поле битвы Курукшетра. just before they were starting the war. Перед тем, как началась священная война. Arjuna was on the side of Krishna, that means on the side of God for religion. Арджуна был на стороне Кришны, это означает, что он был на стороне религии. He did not want to fight the war. А он вообще не хотел сражаться. But the opposite party, Но на другой стороне they wanted to occupy all the world они хотели захватить весь мир for their own prestige. для своего собственного престижа. They had no interest in godly civilization. Они не были заинтересованы в цивилизации Бога. They only wanted to establish their own position. Они хотели распространять лишь собственные принципы. So Arjuna, Итак, Арджуна, he was very worried, он был обеспокоен, because he believed that life is meant for upliftment of our consciousness of our heart. потому что он верил, что жизнь создана для того, чтобы развить свое сердце, Not for fighting war. не для того, чтобы сражаться в войне. They want to be in peace and harmony with all. Он хотел жить в мирной гармонии с каждым. But opposing party, Но с той стороны they wanted to destroy everything that was
interested in righteous or moral or religious life. Они хотели разрушить все моральные принципы. They wanted to indulge in intoxication, Они хотели употреблять интоксикацию exploiting material nature. и эксплуатировать материальную природу. Then, before the war, they tried to avoid. Поэтому перед самой войной они пытались еще договориться. They had many conversations, meetings to make peace. Они встречались, проводили различные встречи, чтобы достигнуть мирного соглашения. But opposite party was not willing to give even 1 inch or 1% interest in negotiation, in harmony. Но противоположная сторона, они вообще не хотели договариваться, и у них не было ни 1% интереса в этом. So war was unavoidable. Поэтому война, ее нельзя было избежать. Very interesting. Это очень This интересно. concept. Вот этот разговор очень интересен. Like we are having sometimes some difficulty in our present life. Это, к примеру, у нас различные сложности в нашей жизни происходят, Like disease. как болезни, к примеру. It comes to us. Они приходят к нам, And sometimes serious disease comes. а иногда очень серьезные болезни. Then what to do? Так что же делать тогда? We have to go to hospital. Нам нужно ложиться в And больницу. they need to make operation Они будут делать нам операцию, to remove the part of this disease. чтобы удалить вот эту распространяющуюся болезнь. It can happen to anyone. Это может случиться с каждым. Similarly, in the society, some persons are not helpful to improve the well-being of others. Подобное происходит с обществом, когда в нем распространяются люди, которые только уничтожают других. And the society is organized in such a way that whenever there is too much bad people, Но общество устроено таким образом, что даже в нем могут появиться очень плохие люди. who are selfish, Те, кто абсолютно who беспомощны, want to exploit others кто хочет эксплуатировать других for their own material happiness, для их собственных материальных желаний и счастья. then automatically balance becomes established Тогда вот эта гармония, она автоматически нарушается by divine arrangement. благодаря божественным, все устраивается божественными силами Krishna is сверху. telling this himself in Bhagavad Gita, and it is true. И Кришна говорит это сам в Бхагавад-гите, и это есть доказательство. So when Arjuna was faced with the war, it is Когда approved, Арджуна стоял again approved. лицом к войне, Then Krishna spoke these words to Arjuna. когда Кришна сказал эти слова Арджуне: He said, if you want to know what is your duty in this world, если ты хочешь узнать, каковы твои обязанности в этом мире, even it is very difficult, даже если это очень сложно, sometimes we have to perform our duty. иногда нам следует нашим обязанностям. And then we must take help from those who are in knowledge. Нам нужно получить помощь от тех, у кого есть знания. Again and again. These Снова и снова он говорил одну вещь. So tat vidi pranipatena. Татвиди пранипатина. Try to learn and inquire. Пытайся обучаться, вопрошать, What is the absolute truth? What is good for all? что такое абсолютная истина и каково благо для всех. Pariprasne. Пари прашнена. By posing proper questions. Задавай правильные вопросы. And also pariprasnena upadekshanti. Tehyana. Парипрашнена упадекшанти севая. Pariprasnena sevaya. Render some service. Парипрашнена севая. Вопрошай какое-то служение. To who? Кому? That is tattva darshina. To that person who has realized the truth. Татвадаршина. Те личности, которые всецело познали абсолютную истину. That is Правду. someone who is self-realized. Это означает тот, кто
всецело самореализован. who is on the same level as Jesus. Тот, кто на том же уровне, что Иисус. That is transcendental spiritual teacher. Это трансцендентный духовный учитель. They are in this world. Они в этом мире. Although they are rare, but they are in this world. Они редки, но они есть в этом мире. And if we approach them И если мы вопрошаем к ним, and we inquire with submission, и мы действительно жаждем получить это, and we render some little service, и мы просим какого-то служения для них, by their mercy and help, по их милости и помощи, everything will be revealed in our heart. полностью наше сердце будет завоевано, получит благо, саморазвитие. This is very important instruction. Это очень важное наставление Кришны. If we are hopeless and we do not know the answers, Если мы беспомощны, мы совсем не знаем ответов, then we pray, please, God, send your representative. тогда мы будем молиться: «О Господь, пожалуйста, помоги, пошли мне своих спутников». Then God will manifest И Господь нам проявит их in different ways. различным образом. Especially if we read Bhagavad Gita, В особенности, если мы будем читать Бхагавад-гиту, we will be very well prepared мы тогда очень хорошо себя подготовим, to improve and progress. чтобы развиваться, прогрессировать в And этой we will жизни. know who is really transcendental person. И мы тогда осознаем, кто такие в действительности вечные трансцендентные личности. That will be devotee of God like Jesus. И это будет преданный Бога, как Иисус. So today we covered Итак, сегодня мы раскрыли some topics. одну тему затронули. But still we are having to explain what is secret of all secrets. Но все еще нам нужно раскрыть, каков же секрет секретов. How we can control God. Как же мы можем контролировать Бога? How we can become more than God. Как мы можем стать больше, чем Бог? Tomorrow we explain that. Завтра объясню. Now time for breakfast. А сейчас время Время завтра. уходит много, он не понимает, сколько времени уйдет, когда начинает говорить. И хотел, может быть, и все темы затронуть, но видите, на завтра он оставляет. Значит, так нужно. И у вас информации очень много, чтобы она уложилась. Иначе то, что он начнет говорить, может и вам уже не дойти. Вы же понимаете, да? А есть какие-то вопросы? Свет, 100% есть. Что именно делать 10, 15, 20 минут? What's to do this 15-20 minutes every day? Почему? Понятно. В день. Okay. Я What's to do this 30-20 minutes every day? You read Bhagavad Gita. Читайте Бхагавад-гиту. Читать Бхагавад-гиту. Это очень Свет, интересно. только не знаю. Actually, what you Подумайте, что какой вопрос. explain what I did. Вот когда он говорит, наверняка же как. You can organize once a week Можешь устроить раз в неделю reading Bhagavad Gita чтение Бхагавад-гиты. Yes. together. You go. You can call. And every day you try. If you try in morning, after you wake up, you read. You В don't, воскресенье можем читать с вами don't do anything else. Everything else should wait. Утром просыпаетесь, читайте Бхагавад-гиту, потом все остальное. After that, you can do anything. А потом все остальное, все, что Только хотите. нет, они их не продают. Я могу просто есть, мы книг не распространяем. Есть люди специальные, которые занимаются. Можно заказать. В Москве сейчас вышли 6 частей Бхагавад-гиты, можно заказать. Можно заказать. Просто вы... Придет через 3-4 дня. Дай, Вы можете пожалуйста. купить эту книгу в Искон. But I know that it is not easy. Because we have made so much advancement in society. Потому что, ну, я знаю, это не так легко начать вообще все, потому что так много советов есть, как нам жить со стороны сообщества. We have cars now. У нас есть We машины, have computers, компьютеры, smartphones. смартфоны. We have medicines for all diseases. У нас есть различные лекарства от всех болезней. We have beautiful houses. У нас прекрасные дома. But we have no more time for each other. И у нас нет времени на дружбу вообще теперь. We have no more time for our personal development, loving relationship with God. И у нас совсем нет времени, чтобы развить собственные взаимоотношения с Богом. We have to go to the gym. Нам нужно пойти к джиму, обратиться. We have so many things that we are doing.
И у нас так много вещей, которые мы нужно делать. So despite so much advancement, И так много различных заказов есть. we are lost. И мы совершенно потеряны среди них. In the evening, when we were small, when we were small children, Но когда в самом начале мы еще были детьми, there was no television. не было телевизоров, Yeah. There was no smartphones, не было смартфонов, no computers. ни компьютеров. All would come together Все собирались вместе and they speak with each other и говорили друг с другом about the things that are going on in our heart. о тех вещах, которые касались нашего If сердца. any problem, we try to solve it together. И если были проблемы, семья решала их вместе. But nowadays, Но в наши дни это очень редко. so Krishna said, I am giving you Bhagavad Gita. И поэтому Кришна дал Бхагавад-гиту. You open computer, first you see Bhagavad Gita. Когда открыли компьютер, сначала найдите там Бхагавад-гиту. Even one sloka of Bhagavad Gita you put in your computer, Даже если вы одну шлоку из Бхагавад-гиты поместите в свой компьютер, and you time to time in the day when you have few minutes, you read it. и если вы время от времени в течение дня будете читать ее, You will become stronger. вы станете более сильными, More inspiration will come. больше вдохновения придет. That you are contacting and connecting with who you really are. И вы соприкоснетесь сами с собой. And your life will become more and more successful. И ваша жизнь, она станет все больше и больше удачливой. Practice. Ну что, все, вопросы нет? Света, просто стало понятно про Иисуса, и вот ты хотела спросить. Она Света спрашивала, есть ли изображение в ведах Иисуса? Вот почему-то так хочется думать. Света asking if any image of Jesus in Vedas. Yeah, there is a scripture. There is very prediction and description that in the future, in this part of the world, the Son of God will manifest. Вот как я уже говорил, что в Ведах есть описание, что в этой части Земли появится Сын Бога. And he will teach those persons who are of very low, what do you call it? Very low development. И он будет обучать людей, которые будут иметь низшее сознание. He will teach them the basic principles of religion. Он будет основам религии. Yeah. Very, what Jesus had to do, he had to convince. И что делал Иисус? Он хотел принести это в общество. The people were coming in the church to do business. Потому что люди, которые собирались в церкви, они делали бизнес. You remember? Вы помните? The Pharisees who came and wanted to earn money in the church. Они приходили в церковь и забирали деньги. And so many were drinking, И многие из них просто пили, eating meat. ели мясо. These are things which are not helpful. И не было совершенно помощи, казалось. So Jesus had to tell them, don't do this. И Иисус, Он говорил, Он не делайте это. Кто-то говорил, что почему-то вот у нас многие считают, что Иисус ел мясо. And somebody said that Jesus would take any meats or fish. And drinking alcohol. Wine. Therefore, after Jesus, Но после Иисуса many things were written about him очень много вещей написали о Нем, and his teachings. о Его учении. And the nature of anyone who writes something, И природа того, кто-то что-то пишет, like I told yesterday, как я сказал, I tell something in the ear of ego, я сказала кое-что Игорю, he tells it, and then after it comes to Dimitri, things are changed. как пример, который я приводил, что если я скажу на ухо что-то Игорю, это идет к Дмитрию, оно будет полностью изменено. It's very hard to be authentic and pure in the transmission of the proper knowledge. Это очень сложно быть аутентичным и передать всецело то знание, которое мы получили. There are followers of Jesus, И последователи Иисуса, and they prove from the same teachings они пытались доказать то же самое учение, that Jesus never ate meat.
И что Иисус никогда не ел not мясо, drinking. никогда не пил. Therefore, it is according to the influence of time, things we call compromise. Но согласно влиянию времени, в этом учении нашлись компромисс. But if we carefully have the proper information, like in Bhagavad Gita, it is said, anyone who drinks, his consciousness will become intoxicated, and he will not be able to be sober and make the right decisions. Но если мы обратимся к истинному учению, которое можно найти в Бхагавад-гите, там говорится, что те, кто употребляет интоксикацию, пьют алкоголь, их сознание будет одурманено, и они не смогут протрезветь, чтобы взглянуть на мир правильными глазами. Have you ever drunken alcohol? Shrimon. Вы выпиваете? Very good. Очень Olga? хорошо. No alcohol. Dimitri? Anyone who has drunken alcohol, they know that they lose their discrimination. Те, кто выпивает, они знают, что они полностью теряют самих себя. And they say things they would never say. И когда они опьянены, то есть в том плане, что когда мы немножко пьяненькие, мы начинаем говорить все, что мы вообще могли бы не сказать даже. Ну, не факт, может быть, вообще. Victoria, В целом. in hotel you sometimes have people who are drunk. Виктория В долго отеле есть люди, которые выпивают, не так ли? Yes, they are not easy to deal with. И с ними не так легко общаться. They are very strange people. Очень странные люди. So if we want to think that Jesus was drinking, it is not a glorification of Jesus. И если мы думаем, что Иисус выпивал, это истинная Его слава. Also to eat meat, it is not helping our good quality. И если мы будем есть мясо, это не поможет развить нам хорошее качество. You know what is the meaning of meat? Вы знаете, что значение, что такое мясо? Meat на английском. Me eat. Meat. It means today I eat you, tomorrow you eat me. Это означает, что сегодня я ем тебя, завтра ты съешь меня. This is the law of karma. Это закон кармы. We do not need to eat meat to be healthy. Нам не нужно есть мясо, чтобы быть здоровыми. Moreover, it is taking the life. Yeah. Более того, это продлит нашу жизнь. Unless we can create the life, we should never take. Даже если мы хотим развивать свою жизнь, создавать ее, это не значит, что нужно есть мясо. Some things we cannot avoid, Что-то мы не можем отвергнуть. but the things that we can avoid, we should avoid. Но те вещи, от которых мы можем отказаться, мы должны отказаться. Moreover, the human body, Более того, вот это человеческое тело, if you study the intestines, и если вы протестируете его the fire of digestion, и узнаете, каков огонь пищеварения в нем, and the consciousness, и об его природе сознания, then most favorable is to eat fruits, grains, milk products, and all the things that nature automatically gives extra. вы тогда узнаете, что вот этот огонь пищеварения, связанный с сознанием, благоприятно для него кушать фрукты, различные овощи, зерновые, горох, молочные продукты. Then we automatically elevate our heart. Тогда автоматически наше сердце будет We will развиваться, develop compassion for all. и мы разовьем сострадание к другим. So to think that Jesus is eating meat is also not his glory. И те, кто думает, что Иисус ел мясо, это не его истинная слава. Moreover, if we study from health point of view, И если мы изучим нашу голову, meat is not very healthy. мы узнаем, что мясо оно не влияет на наш мозг правильно. I can explain many things, Я много могу объяснить, but you can think yourself. но вы должны задуматься сами. Any one of you has any dog? У кого-нибудь есть собака дома? Собака? Кошка. Только У меня есть собака. David. Who has pushka? Дог. собака. Dog. You can never kill your dog. Вы никогда не сможете убить собаку. Нет. Impossible. Это невозможно. Because why? Почему? He is a person, Потому что она личность. isn't it? Не так. He loves you. Вот. He loves you. Она любит вас, а вы ее. So these are not just
bodies, they have personality. They are also having children. И они не просто какие-то там бегающие тела, они тоже личности, у них дети рождаются. Have also desire to look after their family. И у них также есть желание заботиться о своей семье. So we should be careful and think before we do. И мы должны быть аккуратными и думать перед тем, что мы делаем. So when there is any doubt whether Jesus was vegetarian or he was eating meat, Если у кого-то есть сомнение, что Иисус был вегетарианцем, then we should take the benefit of the doubt. тогда нужно развеять сомнения. Then it will be more beneficial to think that saintly person will never commit any violence. Тогда нам нужно понять, что святая личность, она никогда не будет приносить никому The беспокойства. glories of Jesus will increase when we consider that he is not eating meat. И истинная слава Иисуса возрастет, когда мы действительно осознаем, что Он не ел He is мясо. not drinking alcohol. Он не пил алкоголь. He doesn't go for gambling. Он даже не ел лук и чеснок. His character is very pure, Его характер был идеален. isn't it? If Jesus is not having pure character, how can we be inspired to follow him? И если он не был бы идеальным, как же он мог вдохновить всех тех, кто следует ему? So all these things will be very easily understood when we meet someone who is like Jesus. И эти вещи очень легко понять, если мы встретим такого же, как Иисус Христос. That is Tat Vidi Pranipatena, that is Tattvadarshina, someone who has realized the transcendental truth about himself and God. Как говорится в этом стихе Бхагавад-гиты, Татвиды Pranipatena. Pranipatena. Very nice things are explained there. I am requesting you, you can make one evening and read Bhagavad Gita with each other, or you can give everyone Bhagavad Gita, or they can download for free from internet. Так много прекрасных вещей дано в этой книге, поэтому я бы вас попросил собираться один вечер вместе и читать ее. Ее можно загрузить в интернете. You can find the same things that you find in Bible, but more easy to comprehend. Вы можете обнаружить там все те же самые вещи, что даются в Библии, но более подробно. Especially we will find what is ideal character. И мы обнаружим, что там описывается, каков идеальный характер человека. And then we will see if Jesus is really the Son of God, then he can only have ideal character. И мы увидим, что Иисус, Он был действительно Сыном Бога, у Него был идеальный характер. That is proper glorification of Jesus. Это самое лучшее прославление Христа, Иисуса Христа. Breakfast. Завтра. Говорят многие, что кто прочитал Бхагавад-гиту, потом легче понять саму Библию. То есть после Бхагавад-гиты уже больше понимают. А можно спросить такой вопрос? Вот как-то мне пытались доказать, что яйца вегетарианцы можно есть, потому что яйцо не оплодотворено, это не является там убийством каким-то, и яйца там Интересно, да, как Харин начинает. Светлана is saying that somebody tried to give some proof that eggs, this is like vegetarian product, and they try to like this is not you should take eggs. You can think what is better or not. Вы можете подумать, что лучше. What is egg? Что такое яйцо? Yeah. ну, яйцо, ну как, я считаю, что это все-таки Should mean that this is embryo. Yeah. It is meant for small baby. Это очень маленький ребенок. We should not eat this. Мы не должны есть. It is like in the mode of ignorance. Это гуна невежества, природа невежества. What is in the mode of goodness, what is favorable, that type of food we should try to. А то, что находится в гуне благости, какие фрукты в этой благости находятся, мы должны их вкушать. Фрукты, овощи. А молоко? What's about milk? Milk is very good. Молоко очень хорошо. What important is that the Молоко cow, хорошо. important is that the cow should be in proper
in most situations. Корова – это вообще самое лучшее животное, которое создано Богом. И за ней следует правильно ухаживать, тогда она будет давать самое правильное молоко. First is that we should have our own cow. И лучше, если у нас своя собственная корова. We should not encourage that cows should be slaughtered. Мы должны быть озабочены, как корова живет правильно, где она находится, что она ест. There's so many, what do you call it? Chemicals they are given to eat to the cow. Чтобы она не ела различные химикаты, там, фекалии какие-то. The cow is not happy. Чтобы корова была счастлива. Но для чего пить молоко коровье, если они, ну, это молоко для детей? Why Козье молоко should для take детенышей milk козы. from cow if she's taking for baby cow? Oh, Because milk only for baby, not for no, listen. people. She has milk for baby, Да, у нее молоко для своих детенышей. but baby can only take 25%. Ребенок может взять только 25% ее молока. 75% extra. А у нее 75% еще This остается. is gift of God. Это подарок Бога. If cow has 4 babies, then everything is for babies. But usually cow has only 1 baby. И если у коровы будет 4 теленка, то тогда все достанется ей. Но обычно у нее только один. What she gives extra, gift for human society. И то, что она дает, то, что ему остается, это подарок человеческого общества. Very beneficial. И оно очень благоприятно. То есть, если покупать в магазинах это молоко, пачка, ну, И buy in any shops and bucket. Yes. It's okay? Yes. Да? да? Ну, да. Кто хочет But if попробовать you can have молоко? your own cow, better. Но если хотите свободно, если лучше будет. Ну, лучше да. If your neighbor, you are living in the country, your neighbor has cows, you can take it from the И neighbor. если вы где-то за городом живете, в каком-то селе, у соседей, у которых есть корова, это очень хорошо. Better than the big shops. Лучше, чем молоко из магазина. А шоколад относится к алкоголю? Ну, как бы вы нажираете шоколад. Chocolate. You must know something about chocolate. Вам нужно знать кое-что о шоколаде. Actually, in this society, many things are going on, and we are not properly informed. На самом деле в этом обществе отсутствует некая информация полезная. For example, К примеру, in chocolate, насчет шоколада. there is some ingredients В нем есть некоторые ингредиенты, which are not mentioned, которые не упоминаются. but you can go and investigate. Но вы можете как бы запросить об этом. When they make chocolate, Звука нет. Когда они делают шоколад, they are allowed to put less than 10% им разрешается положить меньше, чем 10% of ingredients ингредиентов, which we don't want to mention. которые не разглашаются. They are not the pure vegetarian, И это они не вегетарианские эти ингредиенты совсем. and they have done tests. И тогда они провели тест. If you eat chocolate, Если вы едите шоколад, your anger increases. ваш гнев будет увеличиваться. You can test yourself. Вы можете себя проверить. But inside chocolate, there is some ingredient. One part is the blood of the male cow. И вот в шоколад, когда создают, там есть вот такой ингредиент, не разглашающийся, который состоит из крови коровы. And some part is from rats. И одна часть от кишков. I am telling this, you don't have to believe this, Я вам говорю, просто делюсь, не обязательно в это верить, but you can investigate. но можете поизучать. In
there are many sources of information, В интернете очень много информации. even in internet, Да, в that you интернете. can find this Или information. где-то вот, где можно читать. Chocolate is very nice taste, Шоколад очень вкусный, but it's not that. но не благоприятный. But they promote Но они pure chocolate, they say pure chocolate, пишут чистый but шоколад, it is never pure. но он никогда не чист. This is the cheating of the industries, Это обман индустрии, because it's a big economic потому что экономика вот так развита, profit. чтобы прибыль приходила. If you want to eat something nice, Если вы хотите есть что-то with good вкусное, taste, ну, which is very healthy and good for you, сладенько, и то, что это благоприятно и И благоприятно для здоровья. then I recommend тогда я порекомендую you take karo. кушайте кэррот. You know what is karo? Слышали о кэрроте? It tastes like chocolate, but it is full of nutrition. Это у него вкус как у шоколада, но он You have in Russia, 100% натуральный продукт. А что это такое? На что похоже? Кэррот, он как какао выглядит цветом. like what it is, Это плотная масса. it is from plant. Хорошо. Какао-бобы, Его добывают из растений. It's very good, very healthy. Очень полезно. Очень хорошо для здоровья. Но он не какао, No cacao, это не какао, но его добывают из растений, Коровы. он называется кэррот. karo. Ну, там какао, например, он, ну, именно шоколад, потому что туда You can ингредиенты bring добавляют, а something. сам какао, он безвреден, можно Correct. какао пить. Yeah, tomorrow we can get I that. don't know in Sochi, have or not. А вот мало Кэррот. какао. Есть? Cacao, It was there. cacao, it is not bad. Какао неплохо. Купи когда. Я тебе отдам. Он не чоколад. Yeah, chocolate liquor. If you have pure cacao, that means you have the beans, and you can make some Если у вас preparation. чистый какао, то есть в зернах, и вы его Then it смолите, is good. тогда это хорошо. А кофе уже как... What's about coffee? Coffee, this is bad. You're also a little careful. Да, будьте Это аккуратны с изменяется. кофе. Coffee, it may damage your health, Кофе плохо влияет на здоровье, because also some things are there. потому что там тоже ингредиент, который плохо влияет. But you be careful if you want to improve, elevate your heart, your consciousness. Be careful what you eat and drink, and then it will be very beneficial. Если вы хотите развить свое сознание, свое сердце, нужно быть очень осторожными, то, что мы кушаем, то, что мы употребляем, пьем. You can also take chocolate, Можете вскоре пить. because coffee has some also intoxications. Потому что кофе это такой же вид, как разновидность интоксикации. Even they have done studies that effect of coffee can severely damage your health. Даже несмотря на то, что утверждается, что кофе оно может не помогать со здоровьем. But what can we do? Ну что может сделать? Gradually, we should try to see what is favorable for elevating our heart and consciousness. Постепенно мы должны видеть, что действительно помогает нам развить наше сердце и сознание. Most important is our sincerity. Особенно самое главное в этом процессе это наша искренность. Other things, coffee, and Другие вещи, кофе. sometimes smoking, Но если кто-то иногда we will give this up. Yeah. постепенно они сами все отпадут, мы их оставим. This is not a big problem. Это не самая большая проблема. Most important is that we are sincere in heart and we try to read Bhagavad Gita. Самое важное из этого – это наша искренность в сердце. И если мы будем пытаться читать Бхагавад-гиту, And glorify the names of God. прославлять имя Бога, Very important. это очень важно. So tomorrow we will continue. И завтра мы продолжим. Yeah. Thank you very much. Thank you for your critical. Thank you for your attention. I'm very happy. Спасибо All за of you are ваше very внимание. good Я вижу, students. что сейчас вы счастливы больше. After I go, you should try again and again to help each other. Когда я уеду, пожалуйста, встречайтесь, помогайте друг другу.
I think you come together once a week and read from Bhagavad Gita. Я думаю, может, вы сможете собираться раз в неделю читать Бхагавад-гиту. Any questions they can ask you. If you don't know, you can ask Krishna Das. А некоторые вопросы не могут задавать тебе, если ты не сможешь ответить. Спроси Кришнадаса. Or Kishori, anyone who. Или Кишори, кто может помочь. Well, thank you all. Пожалуйста, Hare Krishna. слушайте. Hare Krishna. Krishna. Thank you. Thank Spasibo. you so much. Thank you so much. Dear most Vrajanatha Prabhuji. You can follow.